Если вы такой же любитель маленьких городов, как и я, приглашаю в Констанцин-Езерну. Настоящий город-курорт с целебными источниками, старинными виллами и природной атмосферой. Все это всего в 20 километрах от Варшавы. Интересно, как отдыхает местная элита, сейчас и проверим. Констанцин-Езерна – это действительно курортный город, единственный в Мазовецком воеводстве. Сюда приезжают за тишиной, зеленью и чтобы подлечиться. Добраться до него можно на 710-м автобусе. С центра Варшавы путь займет около часа, мы же с Урсынова приехали за минут 45. На своей машине путь вообще займет считанные минуты. Ну а проживая тут примерно 22 тысячи человек, то есть в 2 раза меньше, чем в Жерардове, в другом маленьком польском городе под Варшавой, который мы с вами уже посетили. А начнем мы с самого приятного – парка Здроёвы. Это прямо сердце города. Тут тихо, зелено, птички поют и белки летают вовсю. Мы вот бежи, тут только что было 5 белок параллельно. И вот за что мне нравятся такие маленькие города, это то, что сейчас почти 8 утра, это как бы центр, но ни души, спокойно, кайф. И вот идем себе, наслаждаемся природой, а место-то с интересной историей. Все началось с семьи Потулицких. У них были эти земли, и они захотели создать тут курорт, что-то вроде города-сада. Позже все унаследовал граф Скужевский и назвал местность в честь своей мамы, Констанции. Так появился Констанцин. А рядом была деревня Езерна. Название пошло от реки Езерка, которая здесь протекает. Со временем Констанцин, Езерна и несколько других деревень объединились, и получился тот самый город-курорт, в котором мы с вами гуляем. И да, все это началось еще в конце 19 века. Тогда тут начали строить шикарные виллы для варшавской элиты, не просто дачи, а настоящие дворцы. И часть из них сохранилась. Скоро покажу. А вот и одна из главных достопримечательностей – градирня. С виду просто большая деревянная конструкция, но по сути природная ингаляция под открытым небом. Через нее проходит соляной раствор, который поднимается с глубины аж 1750 метров. В процессе в воздухе образуется соляной аэрозоль. Собственно, прогулка вдоль градирни – это не только красиво, но и полезно. Считается, что такой воздух помогает при дыхательных проблемах и укрепляет иммунитет. Так что не зря сюда приезжают подышать и местные, и туристы. Мы тоже немного оздоравливаемся, пока гуляем. Ну что, получается, оздоровились, постояли возле того гриба, ну откуда идет вот этот весь аэрозоль. И да, правда, чувствуется по рукам, по даже привкусу во рту вот этой соль. И надеюсь, это правда полезно, это полезная профилактика. И, кстати, возле этого гриба, ну вы поняли, да, я показываю, можно стоять до 15 минут, написано рекомендовано. Внутри этой тенжни до 3 часов, а вокруг до 8. Так что мы еще немного погуляем, поздравляемся, пока у нас есть время, и будем идти дальше. Не сказала бы, что там стоять сильно уютно рядом с другими людьми. Для меня это так даже как-то неловко. Вот. Ну и если вы не хотите 15 злотых тратить, то можно, в принципе, стать за забором. Это буквально пару метров от этого места, но я думаю, также полезно и можно подышать этой солью. Вышли мы, собственно, с градирни, идем, гуляем возле речки. Чувствую себя как малосольный огурец. Да, возле парка можно погулять вдоль реки, наслаждаться красивыми лугами, пообщаться с местным лебедем, если вам также повезет его встретить, и послушать нереальное громкое пение птиц. Если вы обычный человек, то вам, конечно, повезло. Вы можете приехать сюда и пойти в любое заведение, поесть нормально. Но я на диете, причем строгой, поэтому пришлось еду брать с собой. Вот у нас тут наборчик, который нужно съесть первым делом, иначе все это пропадет. Вот рис, яйца, да, а что делать? Ну а теперь виллы. Настоящая фишка Констанцин-Езерны, которая и привлекает сюда туристов. Я насчитала около 10, но думаю, их больше. Не все отмечены на карте. Среди самых заметных вилла Стефана Жеромского. Тут жил известный польский писатель вместе со своей семьей. Дом сохранился, и сейчас в нем работает музей.
А вторая вилла, мимо которой пройти невозможно, Ля Флёр. Уже само название звучит изысканно, правда? И внутри не менее красиво. Сейчас здесь частный музей с сотнями восторженных отзывов на Google картах, так что любителям искусства точно по адресу. Коллекцию собрал Марек Роефлер, основатель компании Dantex, которая уже 30 лет занимается недвижимостью. Он выкупил виллу, отреставрировал ее и наполнил работами польских и еврейских художников, в основном связанные с парижской школой. По сути, вас ждут 2 выставочных зала и скульптурный сад, а стоить это будет 40 злотых. И работает музей только в четверг, субботу и воскресенье. А вообще вилл много. Одна красивее другой. И если бы не дрон, мы бы их так красиво не рассмотрели. 10 вилл. Смешно. По ощущениям, они тут просто на каждом шагу находятся, как будто бы больше сотни. Вот, например, одна вилла, напротив находится другая. Это мы просто свернули в какой-то лесок. И, в общем, интересно вот так гулять, рассматривать. Не обязательно это какие-то исторические виллы, просто из частной собственности, но все равно это не менее интересно. Также в городе есть отели, и ночь тут может стоить от 200 злотых. Можно и квартиру арендовать за 300-400. И, конечно же, отдохнуть в оздоровительных центрах. А мы помним, что это как бы город-курорт. А еще хотите прикол? Мы тут узнали, что наш арендодатель в Варшаве подумывает продать квартиру. Сидим и думаем, а если что, куда? Начали листать объявления и обалдели. Цены взлетели, нормальных вариантов почти нет, а если еще найм оказиональный, вообще темный лес. Хорошо, что есть телеграм-бот Маши и Ромы, он реально спасает. Подбирает жилье по всей Польше, даже в маленьких городах и часто от собственников, без бесконечных комиссий и риэлторов. Новые варианты приходят сразу, не нужно по 100 раз в день все вручную проверять. А если понадобится найм оказиональный, ребята оформят все за час, объяснят, помогут и отправят документы день в день. Могут даже созвониться с арендодателем, если нужно. Все четко, без предоплаты и с человеческим подходом. Если скажете, что пришли от меня, будет скидка 100 злотых, которые на земле не валяются уж точно. Ссылка в описании. Очень советую, просто чтобы было под рукой, даже если пока не нужно. Мы вот тоже не думали, что пригодится. Ну а мы возвращаемся к виллам. И то, что Константин и Зерну связывают с элитой, не пустые слова. Его жителями были разные польские актеры, писатели, философы, художники, врачи, педагоги и представители СМИ. Их имена вам вряд ли что-то скажут, только если вы не поляк и, скажем так, в теме, но вот вам, к слову, списки почетных жителей Константина. А еще город и его окрестности стали площадкой для съемок больше 3 десятков фильмов и сериалов. И даже в литературе Константин засветился. В 1975 году поэт, прозаик и драматург Мирон Белошевский проходил лечение в местном санатории и написал об этом дневник с детальным описанием всего, что он видел и делал. Красивые тут, конечно, не только виллы, но и их территории. И, во-первых, мне нравится то, что здесь много хвойных деревьев, и, во-вторых, я заприметила 2 балансирующие скульптуры, которые наверняка создал тот самый Ежи Кинтера. Кто смотрел выпуск про Люблин, может, помнит памятник волшебнику. Этого скульптора сложно не узнать по почерку. Да, не все виллы, как вы поняли, тут в хорошем состоянии, некоторые вот прям полностью разрушены, как здесь, и, к сожалению, их даже толком не рассмотреть, потому что вот эти штуки стоят, и можно разве что только заглянуть где-то между ними, но снимать очень тяжело. Но все равно интересно, мне нравится на самом деле и вот такое разрушенное смотреть, и красивое, тут напротив вилла стоит, мне интересно все. Входить вам, собственно, нельзя, рекламу наклеивать вам нельзя, парковаться тоже. И вот сколько всякого тут наклеено. Но есть реклама. У меня вопросы. Что вы понимали, тут даже есть вилла Nike. Не знаю, почему такое название, но правда такое. Я посмотрела, кстати, на сайте. Это вилла 1934 года. И раньше она была такая желтая, ну, старая, и недавно ее отреставрировали. А вот так вот выглядит дом сеньора. Согласитесь, неплохо. Вообще такое ощущение, что попали в какой-то фильм. Но это еще не все. В
В Констанцине есть торговый центр с настоящей историей – Стара Поперня. Когда-то здесь была бумажная фабрика, которая поставляла бумагу для самого короля, и на ней же писали разные важные документы для польской истории, включая Конституцию 3 мая. Как и бывает с такими местами, она пережила много событий – пожар, смену владельцев и целей. Но все как мы любим – ревитализация. Фабрику отреставрировали, сохранили ее индустриальный стиль, а теперь здесь стильное пространство с магазинами, ресторанами и уникальной атмосферой. Рядом, кстати, находятся остальные бывшие здания фабрики. Вообще бумажных фабрик в Констанцине было 2. Одна получила название Дольна-Поперня, другая Гурна-Поперня, нижняя и верхняя. Верхнюю как раз преобразовали в торговый центр, а нижняя осталась в таком вот плачевном состоянии. Вроде бы тут тоже планируют все реставрировать, но пока атмосфера пугающая и немного грустная. Возле фабрики можно прогуляться к ставу и восхититься неоготической архитектурой костела по соседству. Кстати, вы вот знали, что костел сверху выглядит как крест? Я вот только сейчас наглядно увидела. Тут же у става находится вейк-парк. Вот так прокатиться на вейкборде стоит 50-60 злотых за 15 минут. Вообще, в окрестностях Констанцин-Езерной есть куча природных зон для отдыха, пеших и велопрогулок. Например, ландшафтный парк Хойнув, долина Средней Вислы, заповедник Оборы и так далее. Но что еще интересно, это просто прогуляться по городу, по обычным его улицам и дворам. Местами Констанцин напоминал Новый Тарг, местами все тот же Жерардув. Город цветет и пахнет, причем в прямом смысле. Во-первых, соснами, конечно же, потому что их много, но также временами мы проходили сирень, и она очень приятно пахла. И даже в одном месте пахло барбариской. Это был насыщенный день и интересное знакомство с новым польским городом. Пишите в комментариях, знали ли вы о нем, уже посещали, или, может, поставите теперь в планы. Я прям рада, что тут побывала, и за 25 тысяч шагов наполнилась этой элитной и природной атмосферой. Вы можете продолжить виртуально путешествовать по другим маленьким польским городам на моем канале, а мы увидимся совсем скоро. Пока!